Добрый день, уважаемые подписчики и зрители. С вами юрист Валерий Табаков, защитник прав граждан в уголовных делах. Сегодня я хочу рассказать вам о вопиющих нарушениях, которые происходят в одном из самых резонансных дел Украины. Деле об убийстве Ирины Фарион. Это дело, которое волнует общество. Оно требует особого внимания, ведь речь идет не только о справедливости для обвиняемого, но и о соблюдении закона в судебном процессе. В центре нашего обсуждения ситуация с протоколом одерологической экспертизы, где сторона обвинения, представленная прокурором Данилев, допустила грубые нарушения Уголовного процессуального кодекса Украины. Эти нарушения ставят под сомнение законность доказательств и угрожают праву обвиняемого на справедливый суд. Я разберу, как это произошло, какие нормы закона нарушены и что можно сделать, чтобы защитить права обвиняемого Зинченко, интересы которого представляет адвокат Немировский. Приготовьтесь, будет много юридических деталей, но я постараюсь объяснить все доступно, чтобы каждый из вас понял, почему эта ситуация тревожный сигнал для правосудия в Украине. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте и давайте начинать. Для тех, кто не следил за делом, напомню. Ирина Фарион – известный украинский филолог. Была убита, и в этом преступлении обвиняется юноша, 19-летний Вячеслав Зинченко. Его интересы в суде представляет адвокат Юрий Немировский. Дело находится на стадии судебного следствия. И как это часто бывает в громких делах, мы видим, как сторона обвинения пытается ускорить процесс, игнорируя законные процедуры. Сегодня я хочу сосредоточиться на одном эпизоде, который выявил адвокат Немировский. Речь идет о протоколе одерологической экспертизы. Документе, который, по мнению обвинения, подтверждает причастность Зинченко к преступлению. Но, как выяснилось, этот документ стал источником серьезных нарушений, которые могут перевернуть ход дела. Давайте разберемся, что произошло. Итак, что мы имеем? Адвокат Немировский, изучая материалы дела, получил копию протокола одерологической экспертизы, которая проводилась в рамках осмотра места преступления. В этом протоколе указана нумерация запаховых следов, забранных для анализа. В копии, которая была у Немировского, нумерация выглядит так: 1, 2, 2, 2. То есть вместо последовательной нумерации следов 1, 2, 3, 4 мы видим явную ошибку или путаницу.
Это уже само по себе вызывает вопросы к качеству экспертизы и достоверности доказательств. Немировский, как профессиональный адвокат, передал эту копию на рецензию, чтобы независимые эксперты оценили, насколько такая ошибка могла повлиять на результаты экспертизы. Но вот что произошло дальше. В судебном заседании прокурор Данылев зачитывает протокол одерологической экспертизы, но уже с другой нумерацией. 1, 2, 3, 4 запаховых следов. То есть кто-то исправил нумерацию. И эта исправленная версия была представлена в суде. Более того, Данылев зачитывала протокол не с оригинала, а с ксерокопии. Немировский, заметив это несоответствие, в перерыве подошел к прокурору и спросил, почему в вашем протоколе нумерация исправлена? Когда и кем это было сделано? Это зафиксировано на видео, и я дам в описании ссылку на это видео, а также вы сможете ее увидеть в подсказке к этому видео. Ответ Данылев на этот вопрос, почему в протоколе нумерация исправлена и когда и кем это было сделано, шокирует. Она сказала, что не знает, почему копии различаются. Прокурор, представляющий сторону обвинения, не может объяснить, откуда взялись изменения в ключевом доказательстве. Это не просто недочет, это грубое нарушение закона. Но это еще не все. Есть основания полагать, что материалы досудебного расследования, включая оригиналы протоколов, вообще не были переданы в суд до начала судебного следствия. Это значит, что сторона защиты, да и сам суд не имели доступа к полному пакету документов, на которых строится обвинение. Как в таких условиях можно говорить о справедливом процессе? Теперь давайте разберем, какие нормы Уголовного процессуального кодекса Украины были нарушены. Я выделю 5 ключевых нарушений, чтобы вы поняли, насколько серьезная ситуация. Согласно статье 23 КПК Украины, а это первое ключевое нарушение – использование ксерокопии вместо оригинала. Так вот, согласно статьи 23 КПК Украины, все процессуальные действия должны обеспечивать достоверность доказательств. Протокол одерологической экспертизы – это процессуальный документ, и суд обязан исследовать его оригинал. Но прокурор Данылев зачитывала ксерокопию, причем с исправленной нумерацией. Это нарушает статью 97 КПК Украины, которая требует, чтобы копии документов были заверены. Если ксерокопия не заверена,
она не имеет юридической силы. Более того, это подрывает принцип непосредственности, закрепленный в статье 22 Криминального процессуального кодекса. Суд должен видеть оригинал, чтобы убедиться, что документ не подделан и не изменен. Здесь же мы видим, что оригинала, похоже, вообще нет в суде. Второе нарушение – незаконное исправление в протоколе. Нумерация в протоколе – это не мелочь. В водорологической экспертизе каждая цифра указывает на конкретный запаховый след, связанный с местом преступления. Ошибка в нумерации 1, 2, 2, 2 вместо 1, 2, 3, 4 могла привести к путанице в идентификации следов. Но даже если это была ошибка, исправление нумерации должно быть оформлено по закону. Статья 105 КПК четко говорит: любые исправления в процессуальных документах должны быть оговорены и удостоверены подписями участников. В данном случае никаких оговорок нет, а прокурор даже не знает, кто и когда внес изменения. Это делает исправленный протокол юридически недействительным. Третье нарушение – непредоставление материалов стороне защиты. Если нумерация была исправлена, сторона защиты должна была получить обновленный протокол. Статья 221 КПК обязывает сторону обвинения предоставить доступ ко всем материалам до судебного расследования. Но Немировский узнал об изменениях только в суде, когда Данилев зачитала ксерокопию. Это нарушение права на защиту, закрепленного в статье 16 КПК, и принципа равенства сторон, статья 22 КПК. Как адвокат может строить защиту, если ему не дают актуальные документы? Четвертое нарушение – непередача материалов в суд. Согласно статье 314 КПК, материалы досудебного расследования, включая протоколы экспертиз, должны быть переданы в суд вместе с обвинительным актом. Если этого не произошло, как утверждается, это грубое нарушение статьи 291 КПК. Без материалов суд не может проверить законность доказательств, а защита не может их оспаривать. Это ставит под вопрос весь процесс судебного следствия. И пятое нарушение. Нарушение принципа непосредственности. Статья 22 КПК требует, чтобы суд лично исследовал оригиналы доказательств. Но суд допустил, чтобы прокурор зачитывала ксерокопию с исправлениями, не требуя оригинала и не выясняя, почему копии различаются. Это не просто процедурный недочет. Это подрыв основ справедливого
судопроизводства. Если суд не видит оригинала, как он может быть уверен, что доказательства не подделаны? Какие выводы мы можем сделать? Эти нарушения не случайность. Они указывают на системные проблемы в работе стороны обвинения и, к сожалению, на пассивность суда, который не пресек эти нарушения. Что это значит для дела Зинченко? Во-первых, протокол адерологической экспертизы может быть признан недопустимым. Статья 89 КПК позволяет исключить доказательства, полученные с нарушением закона. Ошибочная нумерация, незаконное исправление, использование ксерокопии – все это основания для ходатайства о недопустимости. Если этот протокол будет исключен, обвинение потеряет одно из ключевых доказательств. Во-вторых, дело может быть возвращено прокурору. Непередача материалов досудебного расследования – это повод для суда отправить дело назад для устранения нарушений, как указано в статье 314 КПК. Это даст защите время для подготовки и анализа. В-третьих, эти нарушения подрывают доверие к процессу. Дело Фарион под прицелом общественности. Если обвинение допускает такие ошибки, это вызывает вопрос: а что еще они скрывают? Можно ли доверять другим доказательствам? Что должен делать адвокат Немировский? Я бы посоветовал подать ходатайство о признании протокола недопустимым, ссылаясь на статьи 86, 87, 89, 97, 101, 105 КПК. Запросить оригинал протокола и проверить, существует ли он вообще. Использовать выводы рецензии, чтобы показать, что ошибка в нумерации могла исказить результаты экспертизы. Подать жалобу на действия прокурора Данилев за сокрытие информации и ненадлежащее исполнение обязанностей. Настаивать на возврате дела прокурору, если материалы не были переданы в суд. Друзья, это дело не только про Зинченко и Фарион. Это про то, как работает наша судебная система. Если мы позволяем обвинению нарушать закон, игнорировать права защиты и подсовывать сомнительные доказательства, мы ставим под угрозу права каждого гражданина. Сегодня это Зинченко, а завтра это может быть любой из нас. Я призываю всех, кто следит за делом, не оставаться равнодушными. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих нарушениях. Делитесь этим видео, чтобы больше людей узнали правду. Если вы юрист или правозащитник, подключайтесь к обсуждению. Нам нужны ваши идеи и экспертиза. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы.
В следующих видео я продолжу анализировать дело Фарион и другие громкие процессы. Давайте вместе бороться за справедливость. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!